Привет, ребят! Данная тема с чатом GPT мне довольно-таки понравилась. Я после первого ролика еще с ним немножко поигрался, и иногда он выдавал прям крутой код. Поэтому сейчас я хочу его максимально загрузить вот таким вот образом. Я прошу ему: создай код для приложения, для учета доходов и расходов, используя React. Для управления state используй данный state manager. В приложении должны быть форма, где я буду вводить сумму и выбирать, доход это или расход, с помощью input type radio и писать название каждой транзакции. Все данные сохраняются в state. Должны быть три таблицы. В одной таблице доходы по каждой транзакции отдельно, в другой таблице по каждой транзакции отдельно расходы. И третья — разница между доходами и расходами. Все должно быть разбито на компоненты. Добавь стили к этому приложению. Давайте напишем при помощи Bootstrap. Вот так. И что он нам на это ответит? К сожалению, я не могу написать полный код для такого приложения, однако я могу предоставить вам общую структуру. Куча компонентов, библиотечка. Use store, create, создает store. Прикольно. Так, пока он создает, я вот тут установлю просто npx create react app и в эту папку. Просто обычное пустое React приложение. Так, store готов. Теперь давайте создадим каждый компонент. Он создает header, но он не помог мне подключить Bootstrap. Мы ему потом попросим ссылку на подключение Bootstrap. Наш input type radio, который я просил. Так, когда он так ломается, я ему просто пишу «продолжай». И он сейчас продолжит, но, скорее всего, потеряет форматирование. А нет, пока не поломал. Ну да, немножко пошло форматирование неправильно. Вот тут знаки какие-то непонятные, вот тут тоже. Поломалось все-таки форматирование, но ничего, я думаю, мы с вами справимся, вручную все это перенести не будет проблемой. Пока что прикольно, пока мне нравится. Баланс table. Отлично. Наконец, основной компонент app говорит, что все заканчивается. Главное, чтобы не сломался в самом конце. Хотя бы. Есть. И сломался. Давайте я напишу «продолжай». Что он там хотел написать? Может, там напишет на ссылки для Bootstrap. И давайте по порядочку. Это у нас store. Копируем. Сначала нужно еще npm install Zustand. И создаем вот тут store.js. Добавляем всю эту историю сюда. Create, экспорт есть, отлично. Header, отлично. Создадим, давайте создадим папочку. Хотя там импорты без этого, поэтому давайте так будет просто header.js. Мы не будем все разносить. Первое, что мне не нравится, он не делает экспорты. Экспорт default header. Transaction form.
.js. Копируем. Здесь импорт неправильный, я уже вижу. И тут, походу, где-то у нас поплыло, да, что-то? Ага, вот. Так, мы закончили на income, то есть вот это, в принципе, может быть нормальным продолжением. То есть мы вот так вот продолжаем, и вот эти вот знаки тоже добавляем. Сохраняем, вроде бы ничего не сломалось, единственное, нам нужно это все экспортировать. Default и transaction form. Экспортируем. Теперь нам нужно income table. Создаем этот компонент. Берем всю эту историю, только store у нас прям находится внутри этой папки. И экспорт, конечно же, этого компонента. Экспорт default income table. И expense table .js. И мы всю эту историю... Ох, сколько тут компонентов. Он постарался. Здесь импорт неправильный. И экспорт default expense table. Balance table. Сколько тут компонентов всего? Balance table JS. Copy. Balance table. И, наконец, компонент up. Все-таки он мне давал, поэтому мне он импорты дал, чтобы это мы все засунули в компоненты. Он мне импорты давал на этот счет. Прикольно, кстати, прикольно. Я не ожидал, что он мне даст, что как будто бы файлы лежат внутри папочки с компонентами. Я такого, честно, не ожидал, скажу вам. Не ожидал. О, добавил, посмотрите, добавил. Прикольно, добавил. Ну, какой молодец. Посмотрите, как... Я же говорю, что он умный. Но на самом деле такой довольно-таки умный... Где оно? Public index HTML. Туда мы добавим bootstrap. И скрипты. Блин, прикольно. Посмотрите, это добавил. Ага. Хедер. А разве он был без компонент, без стилей? Продолжай. Разве он был без стилей? Зачем мне еще раз этот компонент добавляет? Где хедер? Он со стилями. Он со стилями. Так, давайте запускать. И смотреть, что у нас тут получается. И получается ли хоть что-то. Импорт, баланс table. Вот так. Use state transaction form. Тут используется use state. Импорт use state с React. Все, и лого не используется, мы можем его удалить, чтобы оно не бесило нас. Сохраняем, все, никаких ошибок. Смотрим. Опа-па, посмотрите, какая история. Посмотрите, какая история. Title, давайте. Freelance. 100. Это доход. Добавляем. Income, freelance 100. Total balance 0, 100. Total balance почему-то отражается неправильно. Ладно, сейчас мы посмотрим. Теперь я хочу взять там shop. 50. Это растраты. Добавляем 50. Total balance отображается неверно. Баланс table. Сам баланс в story, да? Баланс 0. Как у нас рассчитывается баланс? Давайте мы посмотрим, как рассчитывается баланс. Так, давайте. Income нет, expense нет, баланс table.
Мы сюда тупо выводим баланс. Баланс 0. То есть оно по порядку просто все выводит. Ага, вот. Мы присваиваем. Баланс рассчитывается неверно. Баланс, таблица с балансом работает неверно. Там должно быть число с разницей доходов и расходов. Таблица с балансом работает неверно. Давайте посмотрим, что он нам на это скажет. Приношу извинения. Что-то почему-то он долго работает. Ладно, давайте мы еще потыкаем, что там есть. Есть эта ссылочка, кстати. Title. Q. Что ж такое? АВ. 100. Доход. АВ 100. Прикольно. Теперь АСД 22. Расход. АСД. Отлично. Теперь, что он нам там решил сделать? Да господи, он до сих пор думает. Он еще думает. А давайте мы подумаем, что мы еще можем придумать в это приложение. Нам нужна возможность удаления и редактирования транзакции. Вот это я хочу добавить еще. Transaction Balance Table. Он нам полностью переписывает весь... Так, теперь компонент говорит готов. Давайте мы его добавим. Вот так вот копируем. Так, это у нас баланс table. То есть мы это уберем. Сейчас мы всю эту историю переделаем. Я хочу, чтобы он у нас так и назывался. Вот так, баланс table и баланс table. Обновим, и все сломалось. Потому что он ждет транзакции. Он там пишет нам об этом или нет? Он ждет транзакции. Он ждет эти транзакции как props. Я не хочу, чтобы он ждал как props. Поэтому давайте мы создадим const transactions равно use store. Так, баланс, хорошо. Title, que, amount, 100, доход. Добавляем. Смотрите, income есть, баланс 100. Давайте 20 title будет вот такой. 24 это затраты. Делаем. У нас есть доходы, у нас есть расходы, и у нас есть общий баланс, где total income, total затраты, и все. Давайте что-то добавим. Вот так вот. Вот так вот. Прикольно, 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 прикольно. Косметически, конечно, мы там можем добавить как-то вот так вот. Вот так и вот так. Потому что мы работаем в долларах, правильно? Вот такая история. Прикольно. Теперь я хочу у него попросить. Сохраняя общую структуру компонентов, добавь возможность, это сейчас будет, наверное, сложно, удаления и изменения каждой транзакции. Обнови все необходимые для этого
файлы. А вот тут сейчас мы посмотрим, сломается ли он, потому что это, мне кажется, уже сейчас он будет тут с ума сходить. И чтобы он сохранил структуру. Так, вот эта история у нас не сработала. Вот эта история у нас не сработала, поэтому мы давайте, знаете, что сделаем? Мы попросим его обнови, добавь в компоненты, у нас это income table и expense table, кнопки для удаления и редактирования каждой транзакции. Добавь функции, чтобы это все работало. И добавь это в state. Давайте, просто, чтобы все работало. Так, один компонент готов. Это у нас income table. Давайте мы вообще откроем income table. Что у нас тут есть? Incomes, transactions. У нас ломается полностью все вот эта вот история теперь. У нас из-за этого ломается вся история. Давайте просто мы добавим вот это все, что тут есть. То есть это новое будет. Вот эту историю мы закомментируем. Я не буду удалять, я закомментирую просто. И добавлю новый return. Вот так. Actions, никаких экшенов нема. А если мы что-то добавим? Есть. А вот title уже не работает. Edit, delete, ок. Но пока не работает, пока он там что делает. Ладно, давайте по этому же сценарию мы и скопируем второй компонент. Эту историю мы теперь добавим, это у нас expenses table. Мы вот это все закомментируем. И добавим просто новый код. Сохраним, посмотрим. Income, expenses, баланс. Пока прикольно. Title. Q, 1, 2, 3. Income. Кнопочки есть, но не работает. Обнови. А ну, продолжи, может, продолжи. Может, он что-то не дописал. О, не дописал, отлично. Смотрите, он предлагает мне установить UUID. Давайте мы установим UUID. npm install вот так. Я боюсь, сейчас все сломает полностью. Боюсь, что он сейчас все переломает. Давайте у нас будет это store2.js. No. А создаем просто новый store.js. store.js. И добавим тот код, который он сейчас сделает. Вот он. И добавляем этот store. Убираем вот такой экспорт. Мы делаем его просто экспорт default use store.
Сохраняем. Так, пока не сломалось. Пока не сломалось. Title. Que. 100. Доход. 100. Name не работает. Actions. Edit. Enter new name. Тут только new name. Delete. Delete работает. Delete работает. Не работает title. Давайте посмотрим, почему не работает. И не работает... ладно, не работает title. Reload. Вот тут я не заметил. Балансы. Балансы работают. Delete. Ок. Балансы работают. Прикольно. Не работает только title. Давайте посмотрим, почему не работает title. Add. Где у нас форма? Где у нас форма? Income. Я запутался со всеми этими файлами. Давайте мы их к черту позакрываем. App. У нас есть transaction form. Давайте мы в него и перейдем. Amount, type, title. Title. У нас есть какой-то title. Мы этот title передаем как транзакцию, правильно? Это transaction title, то есть store 2. У нас должен быть в транзакциях title. Ой, не store 2, store. Ну, транзакции. То есть у нас не выводится в income и expense. Income table. ID. У нас тут name. Если мы тут делаем name, меняем на title. Не сломаем ли мы так все? Сохраняем. Сломали. Значит, нам где-то в одном месте надо transaction. Давайте тут title. Есть. Вот тут title подходит. Edit. ASD. Ок. Не меняет. Title. Так. Да, обновить. AV. ASD. Ок. Работает. Еще раз. Работает. Delete. Работает. Прекрасно. Просто прекрасно. Теперь то же самое нужно повторить с expenses table, потому что если мы сделаем title 150 это расход, у нас title не сохраняется. То есть нам в expenses нужно найти тоже name. Тут тоже заменяем на title. Вот тут мы делаем title. И вот тут тоже title. И тут title. Reload. Так, смотрите, у нас есть три таблички. Title. Допустим, там freelance. Мы заработали $1000. Есть. У нас $1000. Только давайте тоже добавим доллары. Мне нравится, чтобы это было красиво. Где это у нас вообще отображается? Вот, amount. Вот так вот. Сюда. $1000. Фриланс. Отлично. Теперь затраты. Давайте shopping. Пускай будет 300. Затраты добавляем. Есть. То есть у нас доходы 1000, расходы 300 и баланс 700. Теперь мы можем то же самое вот тут добавить доллары. Вот такая вот история, в общем, ребята, у нас получилась. Довольно-таки уже есть какой-то прогресс. По сравнению с первым приложением это уже более такое интересное получилось, более по своему функционалу обширное, но есть некие проблемы с тем, что тупо копипастить без вмешательства и нормального ты ничего не сделаешь. То есть я старался здесь максимально просто делать копипаст, ничего от себя не добавлять. Но, как видели, в некоторых моментах это
просто невозможно, попросту он не добавил импорты, например. И, в общем, идея крутая, ChatGPT крутой, но это нужно совмещать, то есть ваши знания и этот чат. Просто использовать его для построения приложений не получится. А на этом данный ролик подходит к концу. Если вам все-таки тоже зашла эта тема, как и мне, то пишите в комментах, что попробовать еще построить на этом чате, и будем с вами разбираться, можно это сделать или нет. Возможно, какие-то приложения уже будет с моим вмешательством, чтобы не просто от него получить с нуля это приложение, а чтобы я как-то его корректировал, и мы совместно с ним так в команде построили какое-то приложение. Пишите об этом в комменты. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч, пока-пока.